Эта история произошла в самом сердце Чикаго, где небоскребы из стекла и стали отбрасывают длинные холодные тени на шумные авеню. Старая Эбигейл много лет держала небольшую передвижную закусочную на углу оживленного квартала. Ее руки, покрытые мелкими ожогами от раскаленного масла, привычно переворачивали аппетитные панкейки. Аромат густого мясного рагу заставлял прохожих замедлять шаг. Жизнь Эбигейл была однообразной и суровой, как чикагская зима. Скудная выручка, вечная борьба с конкурентами и редкие улыбки клиентов. Однажды на закате к ее фургончику подошли трое мальчишек. Они держались друг за друга так крепко, словно боялись исчезнуть поодиночке. У всех троих были одинаковые черты лица и темные, полные взрослой тоски глаза. На их шеях поблескивали странные старые кулоны, 3 звезды, переплетенные в сложный узел. Не задавая лишних вопросов, Эбигейл усадила их на пластиковые стулья и подала 3 горячие порции, лучшее, что у нее было. Мальчики, которых звали Мэтью, Глен и Деннис, ели с жадной благодарностью. В ту ночь женщина нарушила все правила улиц. Она не только накормила их, но и пообещала защиту, почувствовав в них не просто бродяг, а детей с большой и, возможно, опасной тайной. Однако покой длился недолго. Местный делец по фамилии Роджерс, давно мечтавший прибрать к рукам выгодное место Эбигейл, заметил ребят. Увидев их необычные кулоны, он понял, что эти дети стоят гораздо больше, чем просто милосердие. По его наводке к фургончику нагрянули социальные службы и полиция. Несмотря на отчаянные протесты Эбигейл, мальчиков разлучили с ней и увезли в белом фургоне. Последнее, что она видела, это прижатые к стеклу ладони Мэтью и торжествующую ухмылку Роджерса. Прошли годы. Эбигейл постарела, ее фургончик обветшал, а надежда почти угасла. Она продолжала выходить на тот же угол, каждый день ставя рядом 3 лишних стула, над которыми посмеивались соседи. Однажды утром у ее палатки остановился роскошный черный автомобиль. Из него вышли 3 высоких, статных молодых людей в дорогих костюмах. Прохожие замерли, глядя на их уверенные лица, но Эбигейл узнала их мгновенно, по тем же темным глазам. На лацкане пиджака каждого из них сиял золотой значок с 3 звездами. Оказалось, что те кулоны были семейной реликвией старинного рода из Массачусетса. После того, как их забрали от Эбигейл, система наконец сработала. Их личность установили, и наследники огромного состояния вернулись в свою семью. Все эти годы они искали ту, что не отвернулась от них в самый темный час. Мэтью, Глен и Деннис не просто вернулись поблагодарить ее. Они выкупили весь квартал, превратив его в цветущий парк, и построили для Эбигейл самый современный благотворительный центр для детей, попавших в беду. Старая женщина больше не стояла у плиты ради выживания. Теперь она сидела в уютном кресле, а 3 мужчин, которых она когда-то спасла от голода, называли ее своей единственной настоящей бабушкой. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, напишите в комментариях, откуда вы смотрите это видео. А если вам понравилась история, то поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.